Когда мы создаем AI-агентов, либо AI-продавцов, либо AI-помощников, в общем, рабочее пространство в сервисе N8N, нам важно, чтобы эти рабочие пространства, либо эти агенты между собой каким-то образом взаимодействовали и коммуницировали. Потому что иногда мы не можем в рамках одного шаблона, соответственно, запустить все процессы, которые нам необходимы. Поэтому необходимо, чтобы наши шаблоны, наши пространства, наши агенты взаимодействовали, соответственно, с другими агентами, которых мы создаем. Самый банальный и простой пример. Мы с вами создавали AI-продавца, либо мы с вами создавали AI-ассистента. Особенно это ярко выражено в AI-ассистенте. То есть, когда он, главный ассистент, выполняет все задачи, это не совсем эффективно. Надо, чтобы он обращался к другим, более мелким помощникам, и эти помощники выполняли те задачи, которые главный ассистент, не то что он не может, он может их выполнить, но и эти узкоспециализированные помощники выполнят эту задачу лучше. Например, самый банальный пример. В прошлом уроке, в прошлом видео мы с вами создавали AI-помощника, который на основе свежих новостей создает, соответственно, контент для Telegram посты, для Threads, для Инстаграма. Если не смотрели это видео, обязательно его посмотрите. И мы его создавали как бы автономно, то есть он сам по себе запускался через Telegram-бот, то есть отправлял сообщение в Telegram, и, соответственно, этот процесс запускался. Но когда у нас большое количество разных узконаправленных задач, это не совсем удобно, потому что приходится привязывать к каждому процессу отдельных Telegram-бот. Это неудобно. Необходимо, например, чтобы у нас был один Telegram-бот, это к нему подключен главный ассистент, AI-ассистент и либо AI-продавец, и этот AI-ассистент уже отправлял запросы в что-то по наподобие вот таких вот процессов, в зависимости от того запроса, который ему в данный момент нужен. Ему нужно сгенерировать новость, он, соответственно, будет отправлять задачу именно этому процессу, именно этому AI-помощнику. Ему нужно что-то забить, какие-то данные в календарь, он будет забивать в данный календарь. Ему нужно сгенерировать видео, он будет отправлять задачу для генерации видео. То есть разным AI-ассистентам и AI-помощникам. И в этом видео я вам покажу, как раз совместить и сделать так, чтобы они работали вместе и сообща. Смотрите, я буду показывать на примере тех AI-ассистентов, которых мы создали. То есть не на своих уже рабочих, где все это настроено, а именно на тех AI-ассистентов, которых мы с вами строили в процессе предыдущих видео. Можете посмотреть эти видео, если вы, соответственно, их еще не видели. Значит, у нас есть AI-ассистент, то есть это как бы главный ассистент. У нас есть AI-помощник, который генерирует контент для социальных сетей на основе новостей. И сейчас наша основная задача их как бы подружить. Что нужно для этого сделать? Необходимо для начала деактивировать этот первый элемент, который отвечает за отправку сообщений в этого AI-помощника, ну и, соответственно, деактивировать выход этого элемента. То есть все, мы эти элементы деактивировали, и сейчас нам нужно ставить новый элемент, то есть новую ноду, новый триггер, который будет запускаться после того, как главный ассистент будет, соответственно, давать запрос в этого второстепенного ассистента. Нода запускается вот таким образом. Я вам в этом видео покажу два способа. На мой взгляд, второй способ, он чуть проще. Я вам сначала покажу первый способ, потому что там есть свои небольшие нюансы. Но давайте, значит, мы запускаем вот этот триггер. Триггер будет отвечать... Так, у меня опять села батарея. Значит, триггер будет отвечать за запуск, соответственно, этого AI-ассистента. То есть он просто напрямую подключается. Триггер называется когда другая площадка, другое рабочее пространство будет, соответственно, обращаться к нему, он будет активироваться. Здесь у нас есть несколько вариантов выбора, как этот процесс запускается. Нам необходимо для начала выбрать первый вариант. И все. То есть сохраняем и пока оставляем все как есть. Дальше мы заходим в нашего главного ассистента. И здесь мы должны, соответственно, запустить процесс. То есть создать подпроцесс
создать нашего AI-помощника, чтобы он его видел. Мы запускаем и здесь выбираем вот первое, позвонить, соответственно, в другое workflow пространство. Здесь нам необходимо прописать название для этого AI-агента. Давайте я его возьму вот из тех, которые у меня есть. Это будет AI News Content. Вот, назову его также AI News Content. И здесь назову звонок, соответственно, AI News Content. Здесь мне необходимо выбрать лист, к которому он будет обращаться. Смотрите, мы выбираем лист. Сейчас посмотрю, как он точно называется. 1, 2, 3, Call Test Content News. Вот он. Вот к этому листу он должен обращаться. Можно посмотреть, то есть кликнуть на него и посмотреть, действительно ли этот лист, который у нас с вами создан. То есть здесь должно быть деактивированный Telegram и установлен запуск. Да, именно к этому листу он должен обращаться. Все, смотрите, здесь вылазит такая ошибка, что пока там как возникает какая-то проблема, мы пока на это не обращаем внимания, нам необходимо сохранить данные. Дальше мы опять заходим в этот лист, в эту ноду. И потом переходим в пространство это. Здесь нам необходимо настроить, то есть какие данные он должен принимать. Мы выбираем именно этот первый элемент и здесь прописываем, какие данные будут отправляться. Так как здесь мы можем прописать любые данные. Важно, чтобы их просто было как бы два элемента. Потому что один элемент, я не знаю по какой причине, он просто не проходит. Первый элемент, например, вот в нашем примере мы отправляем запрос для создания контента, то есть это будет первое, это будет идея, главная идея, и вторая будет тема, да? Например, тема. Все, мы здесь сохраняем эти данные, все, нода у нас как бы в принципе настроена. Здесь необходимо, вот смотрите, после того, как мы там в эту ноду вбили данные, здесь у нас появилась кнопка как бы обновить. Мы эту кнопку обновляем и здесь просто забиваем вот автоматическую, то есть автоматический набор данных, автоматический сброс данных. Все, мы сохраняем. Здесь можно еще, соответственно, в качестве description прописать, то есть какую задачу эта нода выполняет. Но сейчас пока с этим заморачиваться не будем. Сохраняем. И еще нам необходимо нашему AI-агенту сказать, что ты будешь получать определенные запросы, и ты должен эти запросы отправлять именно вот этому вот AI-агенту. AI-агент называется у нас AI News Content. Вот, мы прописываем в промпте основном. Чем мне нравятся вот промпты для AI-агентов в виде XML файлов, то что мы можем, когда мы добавляем новых AI-агентов, нам достаточно просто вбить вот такую вот дополнительную инструкцию. Здесь у меня она уже вбита. Смотрите, когда тебе задают данные, найти свежие новости по какой-то теме, на основе этих новостей создать контент, то ты используешь инструмент AI Content News. Ты должен передать в него свои входные данные, ты должен надать в AI Content News виде главная задача и тема. Значит, проверяем еще раз. Главная задача и тема. То есть здесь у нас главная идея и тема. То есть не главная задача, а именно главная идея. То есть мы просто вот это вот копируем, вставляем. Если вы используете, соответственно, мои шаблоны, да, вот все шаблоны, которые я выгружаю к своим видео, то у вас эти промпты по умолчанию, соответственно, они все вбиты. Для того, чтобы получить доступ ко всем этим шаблонам, которые я создаю в этом видео, которые мы разрабатываем дальше, вам необходимо просто под этим видео перейти по ссылке в первом закрепленном сообщении, либо в сообщении в описании. Вы попадаете в Telegram-бота, и он вам подробно расскажет, как, соответственно, вы можете получить доступ ко всем шаблонам, которые я разрабатываю. Шаблоны по N8N, шаблоны по Make, все промпты, инструкции, базу из больше чем 10 тысяч различных промптов для искусственного интеллекта, для ChatGPT, для Claude, для Grok, неважно. То есть все, что мы публично используем, то есть все промпты, все запросы, все шаблоны, они тут же выгружаются в нашу базу данных, и вы к этой базе можете получить доступ. Нужно перейти просто по первому закрепленному сообщению, попасть в бота, и бот вам
Ну и все, мы вбили промпт, мы создали запрос. Сейчас наша основная задача просто все это протестировать. Но, скорее всего, когда мы первый раз будем тестировать, сам процесс работать не будет, потому что он будет работать на основе вот этих вот первых данных. Мы можем просто протестировать изначально первоначальный запрос. И смотрите, видите, он тут же выдает нам ошибку. Как исправить эту ошибку? Нам необходимо вот это вот сообщение просто удалить и вставить сюда вот эту вот главную идею, пробел и тему. То есть вставить сюда просто эти данные. Что это значит? Это значит, что когда мы будем через Telegram отправлять запрос, он будет понимать, что запрос идет про главную идею и про тему, которые необходимы, на основе которых нужно создавать дальнейший контент. Сейчас мы тестируем шаг. Все, видите, шаг заработал. Передает следующему. Здесь то же самое. Мы вот это вот все удаляем и добавляем главную идею, пробел, тема. Обязательно надо ставить пробел. Плюс вот таким вот образом 2 раза, соответственно, тестировать для того, чтобы все работало. Но сейчас он не даст. Мы нажимаем тест еще раз. Он проходит дальше. И здесь опять третья ошибка. То же самое. Мы убираем, добавляем главную идею. Дальше пробел и добавляем тему. Все. Сохраняем. Нажимаем тест, и теперь он проходит, соответственно, уже по всем данным и создает контент на основе этого. Мы пока останавливаемся, потому что здесь пустые данные, мы еще в него ничего не отправляли. Значит, давайте посмотрим, какой Telegram-бот здесь используется. Значит, здесь используется третий Telegram-бот, и мы проверим работоспособность вообще всей системы передачи данных через вот этот вот процесс. Для этого мы находим вот этого вот бота и давайте ему вот напишем что-нибудь, например, найди свежую новость про Tesla, да, компанию Tesla и создай, соответственно, контент. Все, мы отправляем запрос, смотрим, задача пошла, и вот он стал обращаться именно вот к этой автоматизации. Мы дальше посмотрим, соответственно, как он к ней обратился. Сейчас посмотрим на выходе, что мы получим. То есть пришлет нам ответ или нет. По идее, у нас все должно работать, и ответ он должен нам отправить, и ответ должен, соответственно, прийти. Единственное, если здесь у вас возникает ошибка, то вам необходимо, ну давайте вот на соседнем покажу, вам необходимо вот сюда вот прописать, то есть description. Давайте вот он пришел ответ. Посмотрим контент на основе свежих новостей, и Tesla создан, вы можете ознакомиться с ним по следующей ссылке. Давайте перейдем по этой ссылке и посмотрим, действительно ли он создал контент на основе какой-то новости про Tesla. Значит, Tesla, да, автономное вождение, будущий водитель. Ну, в общем, он нашел, да, какую-то новость, и на основе этой новости посмотрел процесс. Также мы можем посмотреть, что происходило здесь. То есть, если вы видите какую-то ошибку здесь, вы всегда можете зайти в раздел вот это вот, как бы это старые запуски, посмотреть, когда был запущен, какой ответ получили. И мы видим, что вот в 21:31 был запуск, все данные прошли успешно. Сюда посмотреть, что он использовал в качестве главной идеи. Главная идея Илон Маск объявил о новом искусственном интеллекте для автомобилей Tesla, который обещает революционное автомобильное вождение. Значит, здесь тема и Tesla, то есть тема контента, который он брал. И вот на основе этих данных он уже формировал идею, формировал целевую аудиторию и формировал, соответственно, все вокруг. Все, этот процесс у нас работает. Есть еще второй шаг, второй способ, но он, на мой взгляд, как бы намного проще. То есть, смотрите, когда мы создаем вот этот вот звонок, у нас есть звонки нескольких видов. То есть, здесь мы видим, какой версии этот звонок. Этот звонок версии 2. Она уже более как бы продумана, но я не знаю, почему я все еще, мне нравится использовать именно звонки версии
первой, потому что звонки версии первой, они дают более как бы четкий запрос в нашего ассистента. Но звонки версии первой вы не сможете установить вот через эту таблицу. Вы их можете только скачать вместе, там, например, с моим шаблоном. Я везде прикладываю звонки версии 1 и 2, который, на мой взгляд, он, еще раз говорю, он лучше. Значит, в чем здесь преимущество? В том, что здесь он передает определенные сообщения, определенные данные, которые он берет из главного вот этого вот сообщения, которое мы ему посылаем. То есть нам не нужно сюда дополнительно что-то прописывать. Плюс он понимает, что должно быть на выходе. То есть если мы здесь возьмем и выберем ту же нашу таблицу Test AI Content News, вот, и здесь нам будет достаточно ввести, то есть в этой таблице нам будет достаточно ввести не вот эти вот параметры, да, а достаточно ввести, что он принимает вообще все, что в него заходит. Все, нажимаем «Сохранить». Нажимаем, соответственно, здесь сохранить. Здесь его активируем. То есть давайте активируем, а вот этого вот деактивируем. И здесь мы можем, здесь единственное, нам нужно только вот удалить вот это вот данные, в каком формате он должен давать ответ. Все, он уже понимает, в каком формате сам должен давать ответ. То есть нам это дополнительно прописывать не нужно. И сейчас мы, если его запустим, у нас здесь вылезет ошибка, потому что данные будут немного другими. То есть данные будут не как главная идея и главная тема, а данные будут другие. Давайте вот протестим здесь именно этот процесс. Мы увидим, так, стоп, мы изменили данные. Да, все данные, здесь он, видите, не видит, какие данные в него поступают. Вот, видите, пустые данные видит. И здесь он, соответственно, не видит тот текст, с теми данными, которые в него поступили. Что нужно сделать? Сейчас давайте сохраним и запустим вот этот вот тест для того, чтобы посмотреть. Сейчас здесь вылезет ошибка вот именно на этом этапе. Давайте вот наберем, который у меня уже есть, найти свежие новости по ИИ Грок. Вот, смотрите, он стал обращаться в эти данные. И, возможно, да, он как бы поймет, какие данные нужно отправляться, но, скорее всего, нет. Мы можем посмотреть, насколько он понял, либо не понял наш запрос, просто перейдя вот в этот раздел и смотреть, вот этот запрос сейчас формируется, и смотреть, соответственно, на каком этапе сейчас идет этот запрос. Давайте сейчас подождем. Вот. Запрос сформировался, ответ пришел. И видите, даже как бы ничего дополнительно настраивать не нужно было, перенастраивать. Давайте посмотрим, действительно ли он собрал данные именно по Гроку. Да, проверим. Да, видите, он не получил сообщения. То есть он что-то сам придумал, но не получил сообщения. Чтобы это исправить, мы заходим вот в режим редактирования и смотрим, какие данные в него пришли. А в него пришли вот эти вот данные. И игрок, пожалуйста, найди свежие новости про игрок и создай контент на основе этой информации. Нам нужно эти данные скопировать. То есть мы копируем не таким образом, мы просто копируем вот так вот. Ctrl-C. Потом переходим в режим редактирования, и сюда мы вводим эти данные вот через PIN. То есть редактируем, вводим эти данные, сохраняем, и все. И они у нас теперь будут автоматически подгружаться. Здесь же нам останется только вбить само сообщение, то есть сам месседж, который будет уже содержать больше данных, и он будет лучше, в отличие от тех запросов, которые, соответственно, ему приходили раньше. Все, само сообщение отправлено. Здесь то же самое, нам необходимо отправить только само сообщение, то есть отредактировать, добавляем только само сообщение. И здесь то же самое, отредактировать и добавляем только само сообщение. И теперь вот именно вот при работе с версией 1.2 передачи данных, то есть звонка 1.2, он создает круче контент, то есть он лучше доносит месседж, он лучше доносит информацию. Поэтому я, не знаю, я использую именно старые его наработки, потому что, на мой взгляд, новые наработки работают чуть хуже. И давайте опять зададим данные, найди свежие по Гроку и протестируем, соответственно, процесс. То есть все, он идет сюда, и на выходе вот эта таблица
мы уже здесь можем увидеть, вот, создать контент на свежих новостях об ИИ. То есть он уже данные 100% получил. И сейчас он просто вобьет в эту Google таблицу все данные и пришлет нам ответ, что вся работа проделана, и можем посмотреть, соответственно, по ссылке. Все, он проделал работу. И мы можем посмотреть, да, какие данные он отправлял. Вот, данные по Гроку. И на основе этого создавал контент. Здесь также контент уже появился. Вот этот контент, который он только что создал. Какой способ выбрать вам? Использовать как бы свежую информацию и прописывать эту информацию, то есть прописывать, какие мы сообщения хотим получать именно вот в нашего AI-агента, либо использовать мой старый шаблон, который я использую уже длительное количество времени, но он зато работает без каких-то нареканий, и он передает всю информацию, которую будет передавать этот AI-агент. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой YouTube канал, подпишитесь на мой Telegram-канал. Все ссылки находятся в закрепленном сообщении. С вами был Гризуевич. Поставьте лайк, изучайте N8N, внедряйте искусственный интеллект, создавайте AI продавцов. Смотрите другие мои видео. Пока.